Друзья, вы в курсе, что Etsy стал брать плату за открытие новых магазинов? Ну да, об этом как бы поговаривали давно, но мы, как всегда, надеемся на лучшее и не думали, что это произойдет так быстро. И вот оно случилось. Ну, конечно, тем, у кого магазины уже есть и раскручены, для них это безразлично. А как же быть тем, кто наконец-то собрался продавать свое рукоделие и еще не успел открыть свой магазин? Ну, теперь уже никуда не деться. Раз это правило действует, то мы вынуждены ему подчиниться. Но каким образом это будет происходить и сколько будут снимать с новых магазинов, об этом надо знать. Поэтому пошли за компьютер. Посмотрим, что об этом говорится в самом Etsy. Я долго искала информацию о том, что действительно ли Etsy берет деньги за регистрацию магазина. И вот в домашних правилах такой раздел «Политика сбора и платежей». Я нашла такой подпункт, в котором говорится о том, как можно настроить плату. Здесь в первом абзаце как раз вот тема именно оплаты. Чтобы открыть свой магазин на Etsy, вам может потребоваться заплатить единовременную плату за установку в размере $15 США или конвертированную эквивалентную сумму в вашей местной валюте. И пишет дальше, что обратите внимание, что если это применимо, то есть, значит, еще может быть и неприменимо, значит, не у всех будут брать. Если это применимо, то плата за установку будет взиматься в рамках процесса настройки магазина. И здесь текст как бы одним большим пластом, и очень сложно выделить какие-то отдельные пункты. Поэтому я и вынесла их в отдельный документ, чтобы было более понятно. И первый со вторым мы с вами уже разобрали. Третий. Транзакции будут окончательно обрабатываться после завершения регистрации магазина. Четвертый. После оплаты эта сумма не возвращается. Следующий пункт. Etsy оставляет за собой право корректировать или менять плату за регистрацию магазина. То есть, как я понимаю, они могут либо увеличивать, либо уменьшать ее. Следующий пункт. Эта комиссия указана без учета налогов, которые могут быть начислены в зависимости от местного законодательства. То есть, если в вашей местности берут НДС, то процент будет начислен на эту сумму. И последний пункт, что налоги будут отображаться на вашем платежном счете и вычтены из продаж. Я вам хочу показать вот эту страницу, когда приходит извещение, что нужно оплатить за открытие магазина. Это происходит во время регистрации на предпоследнем этапе, когда вы заполняете данные кредитной карты. И посмотрите, справа у нас вот это окно, где говорится о том, что вы должны заплатить. Вот здесь 20. Написано канадских долларов, потому что девушка живет в Канаде и открывала магазин из Канады. И Etsy предупреждает, что снимет деньги только после открытия магазина. То есть, когда регистрация будет завершена и будущий продавец пройдет все этапы регистрации. И в конце концов у нее сняли эти деньги. И вот как отображается это в платежной ведомости. В момент регистрации магазина 6 апреля с нее сняли $20, когда она завершила свою регистрацию. К счету добавлена плата за резервную установку магазина. И ниже видим текст, что это помогает Etsy инвестировать в поддержку новых продавцов и в усиление проверки безопасности. Эта сумма подлежит налогообложению, вот написано tax,
$3 на $20. Причем $20 были сняты сразу, а $3 сейчас находятся в минусовом балансе на счету этой девушки, которая открыла магазин, и она должна будет перечислить эти деньги. Не все, кто учится у меня на курсе «Продавай на Etsy», успели зарегистрировать свои магазины безоплатно. Еще 3 апреля те, кто регистрировал свои магазины, ничего не платили. А вот 4 апреля на Etsy начались глюки, как мы предположили, в связи с введением новых правил. И та девушка, которая открывала свой магазин 4 апреля, не смогла это сделать сразу и в течение 3 последующих дней. Открыла она магазин только 6 апреля и уже заплатила за это. Поэтому у меня к вам вопрос. Если вы открывали магазин в апреле месяце, поделитесь, пожалуйста, информацией. Удалось ли вам открыть магазины без оплаты или вы также заплатили за открытие? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, а также ссылки на ваши магазины, потому что мне очень интересно, чем вы занимаетесь, как продвигается ваш магазин. И желаю вам удачных продаж и всего самого наилучшего.